На Земле сейчас живет несколько миллиардов человек. И из них вряд ли найдется хоть один, который ничего не слышал о Боге, космическом разуме, высших силах. Вера в высшие силы и в Бога сохранилась с древних времен до наших дней. Как и десятки тысяч лет тому назад, так и сейчас люди в трудную минуту обращаются к Богу, пытаясь найти у Него поддержку или защиту. Временами вера в Бога у людей ослабевает. В нашей стране этому способствовали годы советской власти. Принято было считать, что люди верят в Бога из-за страха и необразованности. Вера – удел необразованных пожилых людей. Ее заменили верой в науку. Современная наука действительно объясняет многие явления природы, открывает новые тайны, и кажется, что скоро их не останется. Люди поверили в могущество разума. Однако разум беспомощен. Как только какой-то ураганный ветер или наводнение, смерч или землетрясение не разрушат за какие-то мгновения все то, что он, человек, создавал годами, и не превратит его жизнь в жалкое существование. Тогда человек обреченно разводит руками в своем бессилии, осознавая, что не способен что-либо изменить. На вершине горы Антака спасатели нашли мобильные телефоны туристов, которым удалось снять на видео свою гибель. Молодые альпинисты погибли, пытаясь запечатлеть облако пепла, которое поднималось из кратера. И эти кадры для них оказались последними. На записи слышно, как из последних сил они пытаются дышать. Человек чувствует безысходность своего положения и свою неспособность противостоять обстоятельствам только тогда, когда судьба загоняет его в тупик или обрушивает на голову одно несчастье за другим. Наука при всем своем могуществе не всегда способна защитить людей даже от гриппа или простуды, не то что от землетрясения или извержения вулкана. Интуитивно многие наблюдательные и мыслящие люди всегда чувствовали, что ими кто-то управляет, что есть силы, стоящие над ними. С одной стороны, люди верили в существование высших сил. С другой, забывали о своей вере, когда у человека в жизни все было благополучно. Однако, как только человек в жизни сталкивается с серьезной проблемой, то даже закоренелый атеист в отчаянии начинает причитать: «Господи, за что мне это наказание?» Причиной такого поведения людей является гордыня, вера во всемогущество разума. Человек живет иллюзией полной свободы и возможностью делать все, что ему придет в голову. Происходящие в жизни неприятности неверующие люди объясняют случайностью, но наблюдательный человек замечает, что за случайностями скрыта определенная закономерность. Отрицать существование высших сил так же неразумно, как отрицать существование воздуха только потому, что мы его не видим. Даже традиционная наука накопила много необъяснимых фактов. Современная фото- и видеотехника регистрирует сгустки энергии, которые имеют вполне определенную форму человека. На видео эти энергии ведут себя целенаправленно и разумно. В истории человечества много фактов, когда людям не только являлись таинственные посланники из невидимого мира, но они и общались с людьми, предупреждая их о грядущих событиях, опасностях. 5 апреля, после обеда, была суббота. Сижу я на стульчике, и он пришел ко мне. И я увидела его своими затемненными глазами. Как вот ты
видишь теперь меня? Человек этот пришел и остановился предо мной. Человек с лошадью. Ты, говорит, такая-то и такая-то. Остановился и сказал: ты будешь видеть и говорить, кто живой, а кто умер. Как тысячи лет тому назад, так и сейчас встречаются люди с необычными способностями, которые могут выйти на связь с невидимым миром. С миром божественным, миром высшего разума, которые так же, как и человек, совершенствуют свои качества на пути вечной эволюции. Мы расскажем вам о философии высших, объясняющей, как устроен наш мир, по каким законам он существует, что такое душа и как она развивается. Материя — это все, что нас окружает. Она существует в самых разных формах и обладает неисчерпаемым многообразием свойств. Наш мир состоит из материи, а материализм — это направление философии, считающее, что материя первична, а дух, сознание вторичны. Материализм изучает законы развития материи, но не дает ответа на вопрос, почему действуют именно эти законы и откуда они взялись. Не дает ответа на вопрос, откуда возникла материя нашего мира, в какой форме существовала до возникновения Вселенной. И самое основное, материализм отрицает факт существования мира нематериального, тонкого, несмотря на то, что современная наука накопила достаточно фактов существования этого мира. Так Исаак Ньютон, ученый, физик, математик, писал: «Небесный владыка управляет всем миром как властитель Вселенной. Мы удивляемся ему по причине его совершенства, почитаем его и преклоняемся перед ним по причине его беспредельной власти». А Альберт Эйнштейн, физик, создатель теории относительности, утверждал: «Я верю в Бога как в личность, и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом». Истина многогранна, как бриллиант, в котором каждый видит только одну его грань и описывает ее по-своему. Из-за того, что у людей нет целостного и единого взгляда на жизнь, истина кажется противоречивой. Причина этого в нехватке знаний, поэтому если одна теория вступает в противоречие с другой, нужно искать новые факты, которые могли бы устранить противоречия. Только единое знание может дать представление о целостном объеме бриллианта истины. Любая грань его — плоскость со своими законами. Но все грани вместе существуют уже по другим законам. Поэтому на вопрос, какие знания самые правильные — научные, религиозные или эзотерические — можно сказать так: все эти знания — это грани одного бриллианта, одной истины, и нужно уметь видеть все одновременно. Наука привыкла оперировать фактами, которые можно доказать, и в основном изучает явления физического мира. Однако ею накоплено уже много новых знаний, которые выходят за рамки физического мира. Немецкий физик-теоретик, основатель квантовой механики Макс Планк утверждает: Куда бы мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим противоречия между наукой и религией. Мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах, особенно в области естествознания. Как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Таким образом, и религия, и наука в той или иной мере раскрывают вам часть истины. Однако с течением времени все устаревает, в том числе и знания. Так, например, первые книги Библии были написаны несколько тысяч лет тому назад. Тогда люди не имели современных знаний. И утверждать сейчас, что только Библия содержит самые точные знания, неверно.
Первые христианские философы вели жаркие дискуссии друг с другом. Зачастую победившие в споре преследовали побежденных, ссылали их и даже морили голодом. Постепенно в религии утвердились религиозные догмы, которые все верующие должны принимать на веру. А тот, кто имеет иное мнение, считались еретиками. Мы не умаляем значение религии для человека и с уважением относимся к чувствам верующих. Религиозные институты задумывались свыше как школы духовности для развития в человеке высших качеств души, таких как любовь, милосердие, сострадание. Но то, что задумывается свыше, не всегда воплощается человеком в точности по намеченному плану. Причиной тому – свобода воли, которая дана человеку как инструмент самосовершенствования и обязательное условие для формирования в душе вышеупомянутых положительных качеств. Поэтому время всегда требует обновлений, как шанс исправить ошибки прошлого, улучшить имеющееся и дополнить его новым, соответствующим духу времени и уровню современного развития. Эзотерическая философия признает наличие Бога и дает знания не только о том, как был создан наш мир и как он устроен, но и отвечает на вопрос, зачем мир был создан и почему он устроен именно так. Можно ли доверять эзотерическим знаниям? Являются ли они истинными? Насколько они точны? Следует понимать, что любые знания, в том числе и знания, даваемые эзотерической философией, не отражают полностью истину. И дело здесь не в ограниченности эзотерической философии, а в человеке, его уровне развития и восприятия. Именно уровень развития человека не позволяет познать истину во всей ее полноте. Человек живет в материальном мире и оперирует понятиями этого мира. В нашем языке просто нет нужных слов, чтобы описать миры энергетические. Приходится знание упрощать, используя то, что уже известно человеку, и вводя постепенно новые понятия. И только ознакомившись с новыми гранями истины, можно подняться на новый уровень развития и познания. Душа. Понятие, пришедшее к нам из прошлого. Даже в древности людям было известно о существовании вечной и невидимой глазу основы, которая находится внутри него. Знания о душе сохранились в обычаях и традициях разных народов. Настолько укоренились в сознании людей, что мы их не замечаем в повседневной жизни, хотя регулярно пользуемся ими. Например, ученики начальных классов изучают такие понятия, как одушевленные и неодушевленные предметы. Живой значит одушевленный или имеющий душу. Неживой значит неодушевленный или не имеющий души. Любой ученик, усвоивший школьную программу, без труда назовет человека, животных, птиц, рыб одушевленными, даже не задумываясь об истинной сути этого слова. Знания о душе даются через людей, которые могли их получать благодаря своим способностям. Это пророки, ясновидящие, святые, экстрасенсы, медиумы, контактеры. В разные времена и у разных народов представления о душе отличались. Сейчас людям даны современные знания о душе. Именно об этом мы будем говорить. Душа – это энергетическая субстанция или энергетическая форма жизни. Это не туманное облачко, тающее как дым, а вечная и сверхпрочная конструкция, более прочная, чем материальное тело человека. Биологическое тело человека недолговечно. Средний срок жизни людей – около 70 лет. Душа же может существовать вечно. Биологически тело человека состоит из атомов, душа, как энергетическая конструкция, из энергии. Образно, о душе можно сказать, что она состоит из энергетических частиц, видов которых может быть бесконечное количество. Откуда все-таки берутся души? Создание души — это сложный и длительный процесс, поэтому каждая душа
имеет свое предназначение и создается с определенной целью. Душу имеет каждый человек, но появляется она не в момент зачатия ребенка или при его рождении, а создается еще до рождения человека. Следует уточнить, что душа может самостоятельно существовать в энергетическом мире. Человеческое же тело без души самостоятельно существовать не может. Вначале создается душа, и только потом она соединяется с телом человека. Можно вывести следующую формулу. Человек равно биологическое тело плюс душа. Покинула душа тело, человек умер. Биологическое тело минус душа равно труп. Душа имеет матричное или ячеистое строение. Матрица – математический термин, который мы будем использовать в дальнейшем для описания устройства души. Это таблица, заполненная числами. Матрица души, как и математическая матрица, имеет клетки или ячейки. В отличие от математической матрицы, матрица души заполняется энергиями. Это основа души или ядро души. Какое же отношение математическая матрица имеет к душе? Конструкцию матрицы души можно представить в виде пчелиных сот. Пчелиные соты – это специальная конструкция для сбора и хранения меда. Матрица души – это тоже специальная конструкция, созданная Богом, которая предназначена для сбора и хранения энергии. Откуда же в ячейках матрицы берутся энергии? Кто та пчела, которая наполняет ячейки матрицы энергиями? Матрица души изображена в виде шара с ячейками. Эти ячейки предназначены для накопления широкого диапазона энергий. Каждый тип такой энергии отвечает за то или иное качество личности. Например, качество трудолюбия, качество сострадания или качество расчетливости. Типов качеств большое множество, но перед любым человеком на пути его прогресса есть и обязательные к освоению качества. Каждый человек за счет своей индивидуальности придаст этим относительно стандартным качествам свой индивидуальный окрас. Спектр этих энергий развивается в двух противоположных направлениях, условно говоря, плюс и минус, или положительные и отрицательные энергии. К положительным энергиям относятся такие качества, как любовь, милосердие, творчество, трудолюбие. А к отрицательным – такие как расчетливость, злопамятность, ненависть, эгоизм. Цель данного процесса в том, чтобы набрать нормативную базу качеств в ячейках матрицы души, после чего душа продолжит свое прогрессирование на более высоких уровнях бытия. В положительных или отрицательных мирах Бога в зависимости от преобладания набранных в матрицу качеств. Такое распределение по оппозиционным сторонам свойственно абсолютно всему. Выше, Ниже, плюс, минус, лево, право, холодно, жарко, толстый, тонкий, длинный, короткий, свет тьма. и так далее. Подобная оппозиционность присутствует абсолютно во всех величинах и понятиях без исключений. Потому что именно наличие противоположности состояний для одного и того же объекта или процесса позволяет эти противоположности сопоставить между собой и на основании этого извлечь информационные данные для конструирования образа представления о предмете исследования и понятия его сути. Если бы не было этого дуализма, то и не было бы понимания, осознания, извлечения информации и восприятия действительности. Все просто было бы как данность, безжизненно и бессознательно. Когда Бог одухотворяет души и создает для их эволюции миры, то Он руководствуется на то своими целями.
Это похоже на то, как человек создает условия для прогрессирования и роста своих качеств личности, тренируется, накапливает опыт и тем самым достигает личного роста и открывает перед собой новые возможности. Так и Бог, будучи на своем уровне развития и возможностей, дарует право самосознания частичкам самого себя, одухотворяя их индивидуальностью, тем самым как бы выводя их на новый уровень бытия, где они уже сами могут осознавать себя и самостоятельно стремиться к прогрессивному росту. Именно такое сознательное устремление личности на пути сверхпрогресса и называется духовностью. Таким образом, одухотворенная Богом матрица есть часть Его, и развивая ее, Бог развивает и себя. Все взаимосвязано и взаимозависимо. Наличие оппозиционных структур в основе всего живого есть механизм активации самой жизни. Две противоположные величины, как бы находясь в постоянном сопротивлении, противоборстве друг с другом, генерируют динамику трансформационных преобразований. Но мало только создать активность, необходимо управлять процессом. Для этого над двумя противоположностями всегда есть управляющая структура, управляющая часть. Она состоит как из положительных, так и из отрицательных энергий, и ее рост происходит за счет роста двух подчиненных оппозиций. То есть, когда развиваются две противоположности, управляющая часть растет вместе с ними за их счет. Если взять весь объем души за 100%, то управляющая часть всегда равна 50% объема. Это своего рода контрольный пакет, гарантирующий подчинение и управление. Оставшиеся 50% объема матрицы души распределены между двумя оппозиционными частями, между положительной и отрицательной частью. Следует отметить, что ни одна из этих оппозиций полностью исчезнуть или быть поглощенной противоположностью не может. Если душа набирает только положительные качества, то отрицательное пусть и будет уменьшаться до минимального размера в 1%, но не исчезнет из объема полностью. Поэтому контрольный пакет энергии управляющей части души всегда по мощности будет превышать положительную или отрицательную часть. Тем самым Бог всегда сохраняет контроль и управление над объемом одухотворенной матрицы души. Изначально созданная матрица души практически пуста. Только 3% от объема матрицы заполняется при ее создании энергиями. 1% ячеек души заполнен положительными энергиями, 1% отрицательными и 1% нейтральными. Остальные ячейки матрицы душа должна заполнить сама. Вновь созданная душа имеет матрицу и одну защитную энергетическую оболочку. То есть матрица — это основа души, а сама душа — это матрица, соединенная с одной или несколькими энергетическими оболочками. К примеру, физическое тело человека тоже временная защитная оболочка для души, которая, подобно скафандру для выхода в открытый космос, позволяет душе интегрироваться в материальный мир планеты и выполнить на ней свою программу жизни от рождения и до смерти. Такое строение души не случайно. Как мы уже упоминали, создание души — сложный процесс, и строится она по определенным правилам и законам. Назовем некоторые из них. Закон одухотворения. Закон триединства. Закон начала всех начал. Это фундаментальные законы, лежащие в основе всего мыслимого и немыслимого с уровня человека бытия в мироздании, микроскопически малой частью которого является и человеческая форма жизни. Подробно с законами можно ознакомиться в книге «Законы мироздания» или «Основы существования божественной иерархии» авторов Секлитовой Ларисы Александровны и Стрельниковой Людмилы Леоновны. Все только что созданные души подобны друг другу как близнецы-братья.
Но в мироздании нет двух одинаковых душ. Что же делает души разными? Различными их делает развитие. В каждую душу закладывается особый механизм. Это механизм индивидуальности. Благодаря ему все матрицы из одинаковых превращаются в процессе развития в разные. Каким же образом развивается матрица души? Матрица — это конструкция по переработке энергии и накоплению качеств. Это значит, что душа — вечный двигатель по переработке энергии. Физики-материалисты утверждают, что вечный двигатель изобрести нельзя. Мы утверждаем, что такой вечный двигатель есть. Это душа. Душа проделывает определенную работу, тем самым приобретает нужный опыт, развивается. Душа не случайно названа живой, потому что она развивается, как и всякий живой организм. Понятие «жизнь» теперь приобретает новый смысл. Люди наделяют жизнью только биологические организмы. Мы утверждаем, что душа тоже живая. Она тоже развивается и растет за счет совершаемой ею работы. Душа, созданная Богом, направляется в энергетический или физический мир. Душа человека работает в материальном мире. Другие души могут работать в энергетических мирах. Но ключевое слово здесь — работа. Разумеется, в энергетическом мире не нужно копать грядки лопатой, но эти миры постоянно перестраиваются, преобразуются и преобразуют их рабочие единицы – души. Наши души находятся в земном мире и тоже выполняют определенную работу. Приведем образный пример. Вы решили вырастить урожай. Для этого вам нужно землю перекопать, посадить семена, пропалывать сорняки, бороться с вредителями, добавлять удобрения, и только тогда вы получите свой урожай. То есть, чтобы вырастить что-то, вы должны много трудиться. Так и душа, выполняя определенную работу, получает в награду за свой труд в свою матрицу нужные энергии. Постепенно ячейки матрицы заполняются энергиями. Чарльз Дарвин, ученый, основатель теории эволюции, утверждал: Я никогда не был атеистом в смысле отрицания существования Творца. В первую клетку жизнь должна была быть вдохнута Творцом. Мир покоится на закономерностях и в своих проявлениях представляется как продукт разума. Это указание на его Творца. Земля – это живой организм. Мы привыкли считать живыми только биологические организмы. Но понятие «живой» гораздо шире привычных для человека представлений. Приведем пример. Для жизни человека нужна пища, вода, воздух. Каждая клетка нашего организма тоже живая. Она получает питательные вещества, воду и кислород через сеть кровеносных сосудов. Отходы жизнедеятельности каждой клетки выводятся из организма. Когда питательных веществ не хватает, сигналы от клеток организма через нервную систему поступают в мозг, и человек испытывает чувство голода или жажды. Мы принимаем пищу и пьем воду, удовлетворяя свои потребности. Примерно тот же процесс происходит с Землей. Земля тоже нуждается по аналогии с человеком в пище, определенных видах энергии. Этими энергиями снабжают Землю биологические организмы. Растения, рыбы, птицы, животные, человек. Земля нуждается в разных видах энергии, поэтому и формы жизни планеты будут разными. Представим себе базу данных, в которой хранится информация о наших душах. Когда высшие получают сигнал о потребностях Земли в тех либо иных видах энергии, по этой базе подбираются души, которые лучше всего подходят для снабжения Земли нужными энергиями, именно на этом ее участке. Наши души находятся в энергетическом мире, который расположен над Землей. Когда нужная душа подобрана,
Ее готовят на тонком плане для перемещения в физический мир. Если вы когда-нибудь задумывались над вопросом, почему вы родились именно в этой стране и именно в этом месте, то должны знать, что ничего случайного в этом нет. Каждая новая душа, рождающаяся на Земле, согласно расчетам высших сил, строго размещается относительно других тел в мире. Этот расчет очень точен, и без него ни одна душа не спускается на Землю. Для воплощения души в земном мире имеет значение не только место, но и время рождения. У системы, которая заведует душами, имеется своего рода график, который содержит характеристики каждого земного часа, минуты и секунды. Место рождения человека выбирается по совмещению потребностей развития Земли, самой души, а также целей высших личностей. Поэтому астрология дана людям как наука, чтобы они тоже продвигались в развитии в данном направлении и учились связывать себя с окружающим миром энергопроцессами. Человеку нужно усвоить простую истину. Он участвует в энергообмене с окружающим миром. За свою жизнь человек выделяет огромное количество разных типов энергий. Это и привычная нам физическая энергия, например, тепловая, и энергия тонкая. Мы производим энергию, когда работаем и отдыхаем, когда читаем книги или смотрим телевизор, когда любим или ненавидим. Любая наша эмоция – это тоже энергия. Не случайно после ссоры друг с другом многие люди испытывают чувство опустошенности, усталости. Они словно выжатый лимон. Хотя есть и те, кто провоцирует других на конфликты. Таких людей называют энергетическими вампирами. Можно сказать, что мы и наши души – это маленькие электростанции, вырабатывающие энергию. Именно для этого в первую очередь живет человек. Однако следует понимать, что человек не только генерирует какие-то типы энергии, но и получает нужные для себя. Так, например, Земля появилась в космосе не сама по себе случайным образом, а была спроектирована высшими силами. Это огромные затраты разных видов энергий. Человек тоже получает от своего определителя, небесного учителя, нужные виды тонких энергий, без которых он просто не сможет жить. В тонком мире действуют определенные законы, где каждый получает одни виды энергии, а отдает другие. Можно привести такой пример. Энергию можно сравнить с деньгами. Мы работаем, получаем за свою работу зарплату, которую тратим на свои потребности. В тонком мире учет энергии очень точный. Там нельзя тратить энергию, ничего не отдавая взамен. Это в земном мире можно финансовыми спекуляциями создать себе состояние. В энергетическом мире каждый получает только то, что заработал. Правда, все зависит от уровня энергетического мира, так как в нем тоже бывают низкие миры, в которых обман возможен. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate in the fall of 2001. This forced several hundred... Рождение человека и спуск души из тонкого мира в физический – это тоже определенные затраты энергии. Когда душа спускается при рождении на Землю, она передается в ведение небесному учителю, ангелу-хранителю или определителю человека, который будет дальше сопровождать эту душу по жизни. Определитель – это уже душа высокого уровня развития, но определители тоже бывают разного уровня. Поэтому каждый определитель получает ту душу, которая ему лучше всего подходит для его уровня развития. Определитель тоже должен прогрессировать. Менее опытному душа достанется невысокого уровня развития. Более опытному и душа достанется более развитая. Низкий определитель мало что может дать высокоразвитому ученику.
а определителя высокого уровня будет задерживать в развитии низкий индивид. Когда нужная душа подобрана, определитель изучает информацию о своем подопечном, энергетических показателях души, ее будущие задачи и начинает подыскивать пару, от которой хотел бы получить материальную оболочку для своего будущего подопечного, то есть начинает искать будущих родителей. Каждая душа должна выполнить свою программу развития. Поэтому важно, чтобы душа появилась именно в том месте и у тех родителей, которые лучше всего для этого подходят. Определитель по своей базе данных подыскивает нужных родителей для своей подопечной души. Следует иметь в виду, что более правильно, когда душа рождается в семье, где есть отец и мать. Если ребенок рождается у матери-одиночки или если родители разводятся, это нарушает нормальный энергообмен в семье. В религии аборты считаются тяжелым грехом, сопоставимым с убийством. Это не случайно, потому что на подготовку к рождению человека свыше затрачивается много энергии, а законы таковы, что любые затраты энергии свыше человек должен будет тем либо иным образом компенсировать. Возникают так называемые энергетические долги, а, как известно, долг платежом красен. Люди имеют свободу выбора, как им поступать, но они должны понимать, что за свой выбор они несут ответственность перед высшими. Более подробно о воплощении души на Земле и рождении человека вы можете узнать из книги «Создание души» серии «Энциклопедия новой эры» авторов Секлитовой Ларисы Александровны и Стрельниковой Людмилы Леоновны. Скажите всем, чтобы не был народ эгоистом, чтобы не завидовал, не делал плохого. Наоборот, пусть будет добрым, чтобы с верой жил, с верой нашей.